conference. Сегодня у нас очень интересное мероприятие. Мероприятие – это фокоэмульсификация катаракты с имплантацией премиальных моделей интраокулярных линз, трифокальных, добавочных линз, прошлое, настоящее и будущее. We have a very interesting subject on the menu for today. We are going to talk about various types of IOL, also including OEF, refraction trifocals, various post-surgical recommendations, and others. Прежде чем приступить к нашей повестке дня, хочу пару слов сказать об организаторах этого мероприятия, о Международной академии медицинского образования. Before I begin this event, I'd like to introduce the organizers of this event, give you a brief introduction of the International Academy of Medical Education, Russian Federation. Как вы знаете, несмотря на такое название, которое включает как бы разные дисциплины медицины, наш приоритет – это офтальмология. Despite the name that implies different fields of medicine, our primary vector is ophthalmology. За последние 2 года, как существует наша академия, мы очень сделали много интересных программ в офтальмологии и в других дисциплинах медицины. Over the last 2 years of the operation of the academy, we have launched many interesting programs and courses in ophthalmology and other fields of medicine. У нас есть программы по совершенно разным направлениям офтальмологии, много теоретических дисциплин, но мы делаем акцент на практические дисциплины. We enjoy a variety of programs on various fields in ophthalmology. However, we are also focusing not only on the theoretical, but also on the practical implementation and courses. В отличие от большинства институтов образовательных, мы выступаем очень часто с какими-то практическими семинарами. Это вет-лабы, живые хирургии, обучение определенным направлениям практического значения, которое имеет практическое значение в плане офтальмологии. What makes us different from other institutions is that we constantly run various events and programs which focus on the practical side, such as wet labs, live surgeries, and practical training and education that can be applied in real life. У нас есть как очные программы очного обучения, так и дистанционного, что было особенно востребовано в последний год во время пандемии. We host both traditional on-site programs and also distant education programs, which was very important during the time of the pandemic. В ближайшее время мы открываем новое направление, это заочное обучение, когда наши слушатели смогут подключиться к записанным заранее лекциям и прослушать теоретическую часть программы в удобное для них время. And right now, we are also launching extramural types of correspondence of distant courses, where our students will be able to watch or process pre-recorded or pre-compiled materials to later get accredited. Возвращаясь к сегодняшнему мероприятию, хочу сказать, что вот такого рода формат очень тоже востребован, когда мы обращаемся к узкой тематике одной компании-производителя и делимся самыми новыми интересными новинками из первых уст. And of course, this format is highly interesting for everyone because we have an opportunity to listen to the latest trends in the field of IOL and also listen to different manufacturers and their representatives. С первой лекции выступит Сэм Картер, он международный продуктовый специалист компании Rayner, Великобритания. Dr. Сэм Картер from Rayner, UK, is going to give us the first presentation. Я думаю, что Сэм сам представит свою компанию, но хочу сказать, что вы наверняка знаете, что Rayner это была той компанией, которая сделала первый искусственный хрусталик, который был имплантирован в 1949 году доктором Ридли.
And I'm sure that Sam will be able to tell us a lot about the company and its background himself. But I will have you note that the company was the first to implant a fully artificial lens in IOL with Dr. Wrigley in 1940s, so many years ago. Компания на нашем рынке уже давно представлена, уже, наверное, больше 30 лет, и мы имеем возможность работать практически со всеми новинками этой компании. Хотя, надеюсь, Сэм расскажет нам о тех линзах, которые еще ждут регистрации в России. And the company has been operating and cooperating with us for over 30 years now. We've been working together. And I'm sure that Sam will be able to tell us about the latest trends and the novelties in the market. Вторая презентация будет представлена Мартином Касеровски. Он ведущий хирург микрохирургии глаза клиники Clinic Somich, Чехия. The second presentation will be by Dr. Mart Kасеровски from the Clinic in the Czech Republic. Мартин имеет колоссальный опыт хирургии, в том числе с линзами компании Rayner. Martin enjoys huge experience of surgery, especially with Rayner IO lenses. Даже сегодня, вот насколько я понял из беседы, у него 25 операций, из них 20 он уже сделал, сейчас с нами побеседует и пойдет делать остальные 5 операций. And from what I have recollected from our short exchange before this conference, Dr. Kасеровski has already done 20 surgeries today, and after our meeting he will get back to his remaining last 5 patients. He has 25 appointments. Вы можете задавать вопросы в чате, я их к концу нашего мероприятия проанализирую и задам нашим лекторам, поэтому все ответы мы услышим после презентации. You will be able to ask your questions using the chat in this event, and I will be able, as a moderator, to moderate these questions, and later, following the presentations, we will go to a dedicated Q&A session, where selected questions will be voiced. У меня у самого уже есть некоторый список вопросов и к Сэму, и к Мартину, поэтому я уже сам готовлюсь их задать. Не уверен, что они сразу это изложат в презентации, поэтому я заранее заготовил те вопросы, которые меня интересуют. And let me tell, please allow me to also Please allow me to tell you that I do have my own list of questions that I'm looking forward to asking both Sam and Mark. So we will go ahead now. Так, коллеги, я предлагаю приступить уже к докладам. У нас уже достаточно большая аудитория слушателей подключилась к нам, все новые и новые подключаются. Поэтому я предоставляю слово Сэму Картеру, международному продуктовому специалисту компании Rayner, Великобритания. And so we have enough participants. The audience is gathering now, and I propose it's time to begin our event. So it is my pleasure to give the floor to Sam Carter from Rayner, UK. You have the floor, Mr. Carter. Thank you very much. Thank you, Professor, for the invitation to speak today at this great event. Спасибо большое, дамы и господа. Спасибо большое, уважаемый профессор. Спасибо за ваше любезное приглашение выступить на сегодняшнем мероприятии. I will talk today about some of the premium IOL solutions from Rayner. Речь сегодня пойдет о нескольких премиальных моделях IOL от компании Rayner. I will talk about the Ray1 trifocal, which is a preloaded, patented trifocal IOL. Очень интересная модель, которая называется Ray1 Trifocal. Это уже прошедшее испытание, испытанное, запатентированное и полностью доказавшее себя трифокальная IOL. And later you will hear from Dr. Kасеровski on his real first-hand experience with this lens. А потом доктор Касеровский расскажет нам о своем опыте и практике операций, используя наши линзы.
And secondly, I will talk about the Sulcaflex IOL, which is the world's first. In 2007, it was the world's first pseudophakic sulcus IOL, designed specifically for this job. И во вторую очередь речь пойдет о сулькофлексе. Это была абсолютно инновационная, первая в мире псевдофокическая линза. So, as you already heard, Rayner has a very long history in the manufacture of IOLs. The very first one was implanted in 1949. Как вы знаете, Rayner обладает богатейшей историей разработки и производства интраокулярных линз. Первая была разработана и поставлена в 1949 году. And over the last 70 years, Rayner has often been at the forefront of development of IOLs, with the first IOL to be approved by the US FDA in 1979. И за все последние 30-40 лет Rayner плотно занимала лидирующие позиции в списке инноваторов и высокотехнологичных производителей. В 1979 году было получено первое одобрение от американского регулятора FDA. And then in 2007, a very busy year, the first ever multifocal toric IOL, the first pseudophakic sulcus IOL, which I just mentioned, the Sulcaflex, and another FDA-approved IOL, the first one from a non-American manufacturer in 2 decades. И в 2007, соответственно, первые торические псевдофокические линзы Sulcaflex, которые я вам только что представил, это абсолютно инновационный продукт и первый за 14 лет от компании-производителя, которая не находится в США, является американской компанией. In 2016, Rayner moved to its purpose-built £24 million manufacturing and head office. All of our IOLs are manufactured downstairs in this building, and we are very happy to show doctors around the facility and explain how we make these lenses. В 2016 мы переехали в нашу новую штаб-квартиру, постройка средства которой стоила 24 миллиона фунтов. Также внизу, на нижних этажах, находится производственный комплекс, где мы проводим различные производственные программы. Мы проводим также, принимаем посетителей и будем очень рады приветствовать вас. Там можем показать вам все детали нашего производства. So I will start with talking about the Ray 1 trifocal IOL, but first, the platform of the IOL is the Ray 1 platform. This is the same for all of our capsular bag IOLs. И здесь речь пойдет в первую очередь о IOL, который называется Ray 1 трифокальные линзы Ray 1. Здесь вы видите все их семейство, всю серию. So if you use one Rayner IOL, you have used them all in terms of the loading, the way the lens behaves. So it is a very simple transition. Поэтому, если вы уже имеете опыт работы хотя бы с одной из линз этого семейства, то остальные, конечно же, будут соответствовать этому опыту. Введение и, соответственно, постхирургическая и хирургические процедуры абсолютно идентичны. So I will start by talking about this preloaded injector and the lens platform before talking about the optic of the trifocal. И здесь вы видите микрокератом, так называемый инъектор, которым мы проводим инъекции в двухшаговом процессе. It is a very easy to use two-step system, which requires only viscoelastic and then closing the cartridge. That is it. It literally takes 2 or 3 seconds. Система очень простая, система двухшаговая. Необходимо использовать ее, чтобы поставить линзу и потом закрыть. It can go through a very small 2.2 millimeter incision. Надрез может составлять так немного как 2,2 миллиметра. And the injector itself is actually patented as well and has won numerous awards, including last year the Queen's Award for Innovation. This is because
the lens actually is rolled inside the injector instead of folded in half. Сам инъектор микрокератом также получил инновационные призы, в частности, Королевский приз Великобритании за его инновационность. Видите ли, линзы, они проходят небольшой поворот внутри инструмента, внутри микрокератома, для того, чтобы правильно ставиться. Извините, не называйте микрокератомом, это инжектор. Простите, sorry, инжектор. Простите, пожалуйста, спасибо. Thank you. Small correction. Stand corrected. So, because the lens is rolled, it means it's under less force and less pressure, rather than if it's folded in half. And this means that even with high power lenses, which are a little bit thicker, they come out from the injector tip in a very smooth, controlled way. И поскольку линзы крутятся, они складываются пополам, и механизм их подачи, соответственно, он крутящийся, инновационный, они, соответственно, не претерпевают никаких. Их очень легко, во-первых, ставить, и, во-вторых, они легко проходят через, соответственно, головку инъектора. So here we can see one for real. You can see the viscoelastic just being injected here. Здесь вы видите вискоэластический раствор, как мы его вводим. Then the cartridge is closed. И таким образом скажи закрыто. And we are ready to implant. И мы готовы к имплантации. This doctor chooses to do an even smaller incision of less than 2 millimeters, and therefore he does a wound-assisted technique. Этот врач использует еще более небольшой надрез входа, менее 2 миллиметров, поэтому техника здесь немного отличается. This technique is made quite simple with the Rayner injector because of the smooth delivery of the IOL. За счет инновационного инъектора Rayner процесс ввода линзы очень простой. So the basic design of this lens is very familiar to many people. Rayner have used this design for many years, over 20 years. It's extremely well proven, and the haptics, I believe, are the best in the market. Гаптика здесь мы считаем лучшая на рынке. Это доказавший себя продукт. Ранее работает с ним уже много лет. All of our lenses are aberration neutral aspheric, so they are not trying to correct for the average cornea, but they will not add to the spherical aberration of the patient. Все наши линзы, они, соответственно, нейтральны со сферическим оптическим искажением. Соответственно, они никак не будут корректировать роговицу, но отлично подойдут пациентам. The full range is always preloaded. There is not any power which is not preloaded. For the trifocal, the range is 0 to 30, but for the monofocal, it is from -10 to 34 diopters, so a very wide range. Очень широкий ряд диоптрий, автоматически калиброванных. Соответственно, когда речь идет о трифокальных линзах, диапазон составляет от 0 до 30, и в обычных монофокальных от -10 до 34. No Rayner lenses suffer from glistenings, which are a feature with some hydrophobic lenses. Никакие из, соответственно, линз компании Rayner не страдают от лоска, от излишнего лоска или проблем с загрязнениями. And Rayner lenses are associated with very low PCO. Также блеска с отражением от поверхности и также ассоциированы с очень низкими процентами искажений. And importantly, the material has been used for very many millions of lenses by Rayner for a very long time, so it's very well proven with this exact same design. It has been since 2006. Сами материалы практически не претерпели никаких изменений с 2006 года. Это хорошо доказавшие себя материалы, они полностью безопасны.
The square edge on the lens obviously is a full 360 degrees, and you can see here that it is almost a rim. It is a very sharp angle, an acute angle, so it has a very good barrier against PTO. Здесь вы видите, как край, соответственно, квадратный край линзы поднимается под очень острым углом, почти 360 градусов, что формирует, в свою очередь, очень надежный барьер против ПЦО. As I mentioned, the haptics are excellent at making sure the lens is well centered, but also that it does not rotate, and our toric lenses are therefore very popular. Опорные элементы, как я говорил, здесь очень стабильны, предполагают отличную надежность, поскольку уже отлично доказали себя, и обладают высоким индексом удовлетворенности пациентов. So now I will talk about the trifocal optic. This has been around since October 2017, and already over 50,000 lenses have been sold worldwide. А теперь речь пойдет о трифокальных линзах. Этот продукт был впервые поставлен на рынок в октябре 2017 года, и с тех пор было поставлено успешно более 50 тысяч пар. So this is a comparison with some of the main trifocal competitors. You can see the difference in the haptic design, but also in the amount of rings. Здесь вы видите сравнительное исследование на фоне наших конкурентов. И, конечно же, и опорные элементы отличаются на нашем изделии, и также количество колец, которые вы здесь видите. So why do we only have 16 diffractive rings and then an outside area which is monofocal only? Итак, позвольте мне объяснить, почему мы поставили здесь 16 дифракционных колец и центральную монофокальную линзу. This is to guard against extra glare and halo effects for patients when their pupil is larger, which is the time when most patients complain of these issues with older designs of multifocal lenses. Это сделано для того, эта конструкция произведена для того, чтобы уменьшить и удалить блики и ореолы вокруг огней либо света. Это частая жалоба пациентов с другими конструкциями линз. Here we can see the light split, so the amount of light that goes for each of the focal points for distance, intermediate and near. Здесь вы видите коэффициенты светопреломления, свет, который, соответственно, проходит через линзы, и соответственно, и близкие, средние и дальние дистанции. But if the patient has a larger pupil, you can see that in this case, the light intensity becomes much more for distance and less for intermediate and near, to give this patient with large pupils less symptoms of halo and glare. Однако, как мы говорили, пациенты с большими зрачками часто жалуются на, соответственно, блики и ореолы из-за света. И здесь линза сконструирована таким образом, чтобы предоставить этим пациентам с большими, с крупными зрачками возможность, соответственно, смотреть вдаль и получать абсолютно безбликовый, безореольный образ. You can also see that the amount of light which is lost, with any multifocal lens, there will be light which is lost, which is not useful for any of the focal points. But with our lens, it is only 11%, which is lower than the competitors. Также наши линзы отличаются крайне низким коэффициентом потери, светопотерь на фоне наших конкурентов. Он составляет всего лишь 11%. Here we can see a comparison with Zeiss and Physiol, two very good trifocal lenses which have been on the market even a longer time, but they do lose significantly more light, which is scattered and can contribute to the visual symptoms. Здесь вы видите сравнительное исследование наших трифокальных технологий на фоне конкурентов Zeiss и Physiol. Первые две единицы. И, как вы видите здесь, наши, соответственно, показатели значительно превышают их.
But this comparison is at the industry standard of 3mm pupil. But we can look now also at what happens if the pupil is a different size. Это сравнительное исследование касалось стандартного размера по отрасли зрачка, то есть 3 миллиметра. Однако мы готовы, и есть информация и по другим. And we can also see that there are some differences in the percentage of light which is given for each focal point with the different lenses. И вы видите также, что все эти линзы показывают различные коэффициенты распределения, соответственно, света. So here we see again the Ray 1 trifocal light split over different pupil sizes, but compared to some of the competitors, you can see the Physiol lens has somewhat less on the intermediate vision, especially with larger pupils. Здесь вы видите сравнение Rayner Ray 1 Trifocal на фоне, давайте посмотрим в первую очередь на Physiol Fine Vision. И здесь они показывают, соответственно, it was the lower... Intermediate vision. В среднем диапазоне более низкие результаты. In contrast, the Zeiss lens, which has the rings all the way to the outside of the lens, continues to split the light even with large pupils towards distance and near. This means that with large pupils, you can expect some more complaints of visual symptoms with this lens. Zeiss, в свою очередь, обладает практически сплошными кольцами, которые фокусируют, соответственно, взгляд на дальние, на близкие дистанции. И здесь, особенно для пациентов с крупными зрачками, более 3 мм, часто встречаются жалобы, соответственно, на блики, ореолы и т.д. It looks very similar to the Panoptix graph because this lens also has the distance zone on the outside. Panoptix также вы видите на внешней стороне, у них размещены элементы на дальний диапазон. However, the principle behind these two lenses, the optical principle, is completely different, and the patent is completely different. So we do not have time today to go into this probably, but the lenses work in very different ways. Однако наши линзы разработаны по абсолютно разным принципам, защищены различными абсолютно отличающимися друг от друга патентами, и сейчас я не буду углубляться в технические детали этих разниц. So in summary, with the trifocal, we have the lowest light loss. We are the only lens of them which is aberration neutral, which I believe is an advantage for a trifocal lens because it can be suitable for all corneas. You do not need to worry if the patient maybe has an unusual level of aberration in their cornea. И, соответственно, да, я хотел бы здесь отметить, что наши линзы обладают самым низким уровнем потери света и также являются нейтральными к любым, и также, соответственно, являются нейтральными к любым, соответственно, искажениям. As I say, I believe the haptic design is a real advantage, and it is the only one which is fully preloaded. Это препятствует рассеянности собирации цвета, и, как я уже сказал, наши линзы показывают самые низкие коэффициенты, в этом случае являются лучшими. Coming soon for the Russian market after registration will be the trifocal toric version, which is already available in other markets. Скоро на российский рынок выходят трифокальные торические линзы Ray 1, которые уже доступны на других рынках. Everything else about the lens is exactly the same, and it can be calculated on our very easy to use online calculator. Все остальные элементы линзы, информация о линзе, она практически идентична. Все может быть рассчитано на нашем онлайн-калькуляторе, им очень легко пользоваться. So I will now move on to talking about the Sulcaflex supplementary sulcus lens,
А теперь я перейду к опорным дополнительным линзам Sulcaflex. This lens was designed and released in 2007 to correct refractive surprises instead of using laser or glasses. Добавочные IOL Sulcaflex, как я уже говорил, были разработаны 12 лет назад, обладают крайне успешным опытом работы и использования. The monofocal version has a very wide range from -10 to +10 diopters, so it can correct approximately 8 diopters of refractive error for the patient. Диоптры вы видите в монофокальном, соответственно, мультифокальном диапазоне очень широкие, от минус до плюс 10, таким образом могут использоваться для профилактики многих видов рефракционных ошибок, соответственно. Later, toric and multifocal toric versions were released. Позже были выпущены, соответственно, трифокальные торические и обычные. And most recently in 2018, the Sulcaflex trifocal was released, which will be approved in Russia in the future as well. И в последнюю очередь в 2018 году были выпущены добавочные IOL Sulcaflex trifocal. Соответственно, они скоро выйдут на российский рынок, все еще ожидают одобрения. This lens is completely purpose designed for the sulcus. It has rounded edges instead of sharp edges. It is longer. Вы видите здесь, что эта линза была специально сконструирована таким образом, чтобы лучше, соответственно, внедряться. Вы видите ее элементы, как они выглядят здесь. Has a larger optic, 6.5 millimeters, to avoid pupil block. 6,5 миллиметров, более крупный размер оптики для того, чтобы избежать блока зрачка. And the haptics are longer and very flexible because they are not under the same kind of force in the sulcus. So we want them to be as small, as thin, and as little material in the sulcus as possible. Соответственно, опорные элементы здесь вы видите, они минимизированы, они очень хорошо встраиваются, соответственно, в структуру, когда мы их внедряем. И, извините, пожалуйста, они очень хорошо, соответственно, становятся в структуру бородочки, когда мы их при внедрении. You can see here how the lens sits in the eye with a large space between the primary IOL and the sulcus IOL. This is because of the concave convex shape of the lens, and it is very thin. Здесь вы видите, как расстояние, как эта линза сидит практически над базовой IOL, и, соответственно, вот это дополнительное, это добавочная IOL, и таким образом она более выпукла, она дает нам лучшие результаты, уменьшающие рефракционные ошибки на псевдофокичных глазах. Because there is no contact between the optics, it does not matter what material or manufacturer the primary IOL is made from. Поскольку физического контакта между двумя линзами не происходит, то материалы производства и производитель основной линзы не имеет значения в контексте добавочной IOL Sulcaflex. Sulcaflex has been used, although it is maybe you can think a niche product, it has been used in over 40,000 cases, and there are over 20 peer-reviewed clinical papers looking at every element of safety and efficacy. Хотя, возможно, некоторые назовут Sulcaflex нишевым продуктом, он используется в более 40, успешно используется в более чем 40 тысяч имплантаций. И также более 20, соответственно, научно-клинических работ были опубликованы. Again, it can be calculated on the ray trace online calculator, but different to every other lens, of course, this is a corrective lens, correcting the error of the patient. So you just need the subjective refraction of the patient to calculate the required power.
И здесь вы видите наше простое использование калькулятора Ray Trace. Вам всего лишь нужны, соответственно, диоптрии и ошибки пациента для того, чтобы легко рассчитать линзу, которая вам будет необходима. As I mentioned, we have now got the trifocal version, not yet registered in Russia, but it will come. So I will just briefly talk about this. Позвольте мне кратко представить вам трифокальную версию, которую я упоминал ранее. Она еще проходит процедуру регистрации в России, однако она скоро будет на рынке. Позвольте мне кратко коснуться ее тоже. It will be really very fast because it is exactly the same trifocal optic as we already heard about on the Selcaflex platform, which has been the same since 2007. На самом деле, все будет очень кратко, очень знакомство. Оптика здесь, как я уже говорил, абсолютно идентична. Платформа была разработана семейством в 2006 году. Все здесь соответствует нашему стандартному дизайну. Therefore, everything else that I already mentioned is still true, and the results when compared to the standard trifocal in the capsular bag are the same. Все, что я уже упоминал, те же самые коэффициенты и результаты также показаны и на этой модели, и, соответственно, она показывает высокий уровень удовлетворенности пациентов. Здесь вы видите сравнение с Ray1 Trifocal и Surcaflex. We can see here the implantation. Because this lens is larger, it does not fit in the Ray1 system. So this is the one lens which is still loaded in a manual way, but it is really very simple. Здесь вы видите, саму операцию, поскольку сама линза, она более крупного размера, она не подается через, соответственно, инъектор Ray 1, но вставляется вручную. Но из-за этого процедура не становится сложной. As a secondary procedure, you can see that it is a very short procedure. It will take very small amount of operating time and very few instruments to implant. Как вторичная процедура, вы видите здесь, что процедура достаточно простая, она займет минимум времени в операционной и, соответственно, минимальное количество инструментов, которыми вы будете пользоваться во время. And the key advantage with this lens and why the Selcaflex trifocal in particular can make sense instead of a standard trifocal is that it is very easy and safe to remove at any time, even in 10 years' time or 20 years' time after surgery. Ее ключевые преимущества также заключаются в том, что она крайне легка в извлечении. Ее можно очень легко удалить, достать даже спустя 10 либо 20 лет после установки. So we very rarely hear of them being removed, but it is very nice for the peace of mind of the doctor to know that if they need to remove the lens for whatever reason, in this case, the patient was unhappy with the multifocal lens, which is the primary lens. So they remove the Selcaflex lens in a very simple manner. Видите, обычно этого, конечно, не происходит. Причины для подобных обращений по извлечению крайне редки. В случае с этим пациентом у него стояли уже мультифокальные линзы, из-за этого и он хотел извлечь, соответственно, Surcaflex. Однако всем врачам будет приятно знать, что они легко удалимы в любой момент. Because the lens is so thin, there is no need to even cut the lens. You can just remove it through a 2.6 millimeter incision without causing any stress to the wound. Соответственно, потому что линза настолько отличается настолько небольшой толщиной, настолько тонкая, мы можем использовать стандартный разрез 2,6 мм для ее удаления. Ничего другого не потребуется. So in summary, this lens works with any type of primary IOL. Итак, резюмируя, эти линзы работают с любым типом основных IOL. You can correct errors with multifocal lenses using the monofocal Selcaflex. Можно также корректировать рефракционные ошибки мультифокальных линз, используя линзу Surcaflex. And it is an adjustable solution, so it can be safely removed and replaced if necessary at any time.
И, конечно же, еще раз, это инновационное, гибкое решение, которое можно очень легко поставить и всегда также легко заменить либо удалить. Finally, I showed you this slide at the beginning, and I want to mention one very new lens, which is not yet registered in Russia, but has getting excellent feedback in other markets. Также я хотел бы, пока речь идет об этом семействе, рассказать вам о ее новом представителе, абсолютно инновационной линзы, которая показывает отличный результат на других рынках, однако пока что не была выпущена на российский рынок. This is the Ray 1 EMV, which is a monofocal lens, but with an extended range of vision using positive spherical aberration on the lens to increase the depth of focus for the patient. Положительные сферические искажения линзы Ray 1 EMV способствуют более глубокому зрительному восприятию и отличаются отличными результатами. This lens allows patients to wear their glasses less often without the same compromises that you can see from multifocal or trifocal lenses. Это мультифокальная линза, и она позволяет нашим пациентам носить очки менее, одевать очки и пользоваться очками менее часто в сравнении с другими мультифокальными линзами. And this lens is particularly well suited to use with monovision. So you can target some myopia in one eye and increase the depth of focus even more. And because of the stretch of the focal point, it is more comfortable for the patient than monovision with a standard lens. Они являются более комфортными для пациентов, чем стандартные монолинзы за счет их уровня рассеивания и концентрации, соответственно, как вы видите здесь. So I will finish now. Thank you very much for the opportunity to speak, and I'll hand over to Dr. Martin Kасеровski. Позвольте мне закончить на этом, а теперь и передать слово доктору Марку Касеровскому. Да, уважаемые коллеги, я хочу напомнить вам, что мы дискуссию отложили на конец, поэтому в чате вы можете задавать вопросы. У меня уже ряд вопросов присутствует. Вот. И с учетом того, что мы немножко время уже перебираем, я тогда не буду останавливаться и сразу приступаем к докладу Мартина Касеровски, ведущего хирурга микрохирургии глаза, Clinic Somich, Чехия. Пожалуйста. Please, Martin, we are listening to you. So thank you very much for that. And now, as I said earlier, we will probably leave the Q&A session for later, seeing that we're running behind the schedule. So now we will go directly to Dr. Mark Kасеровski from the Clinic in Prague, Czech Republic. Dr. Kасеровski, you have the floor. Good afternoon. Сначала я бы хотел поздравлять вас по-русски из Праги. Hello, once again. First of all, I'd like to wish you good afternoon in Russian from Prague. I'm very pleasure to be with you in this very interesting webinar. Мне доставляет огромное удовольствие присоединиться к вам на этом крайне интересном вебинаре. And I would like to talk about my experiences with trifocal lenses. И сегодня я хотел бы поделиться с вами своим опытом использования трифокальных линз. About patient selection, technical and clinical comparison of lenses, about post-surgical results, follow-up of patients with unsatisfying result. В первую очередь речь пойдет об отборе пациентов, потом мы посмотрим на технические и клинические анализы линз, постхирургические, соответственно, результаты и дальнейшее наблюдение пациентов, неудовлетворенных пациентов. Many patients in our cataract surgery talk about to be without glasses after cataract surgery, and many presbyopic patients want to be independent, open the glasses.
Конечно же, мотивация пациентов здесь ясна. Все хотят, все наши пациенты хотят избавиться от очков после, соответственно, прохождения хирургической операции катаракта. For me today, the best solution for independence open the glasses after cataract or presbyopic lens surgery are trifocal lenses. После пресбиотических, либо, соответственно, либо удаления катарактов, других операций, мы рекомендуем трифокальные линзы. And the reasons for me, because this is trifocal lenses is are the best prediction of results, best stability of results, and best satisfaction of patients. Мы используем их, потому что они обладают лучшей стабильностью результатов, лучшей предсказуемостью и самым высоким индексом удовлетворенности пациентов. Crucial conditions to have satisfied patient with trifocal lenses is right preoperative selection and education, as well as surgery without complications. И, конечно же, критические элементы алгоритмов работы с пациентами для достижения полной удовлетворенности. Это, во-первых, правильный предоперационный отбор, информирование и, конечно же, сама процедура без осложнений. So in preoperative interview is crucial talking about motivation of patients. Конечно, во время предоперационного собеседования, интервью, необходимо правильно понять мотивацию пациента, ее проработать. Because trifocal lens implantation is always compromise between advantages and disadvantages. Поскольку имплантация трифокальных ИО всегда является компромиссом между некими преимуществами и недостатками, с другой стороны. The advantages glass independent for patient, but disadvantages is halo glass, decrease of contrast sensitivity, etc. Конечно же, плюсы здесь, во-первых, это не ношение очков. Самый главный плюс – это не ношение очков. А минусы включают в себя, как мы говорили ранее, блики, ореолы и, соответственно, потеря контрастной чувствительности также присутствует. It's necessary to talk about disadvantages better more than less, because no have surprised patient after surgery. Всегда стоит тщательно проговорить возможные минусы и риски заранее, для того, чтобы после операции пациенты не были удивлены результатами. Very important is personality of patient. Hypercritical person with an ability put up with some compromises is not suitable for trifocal lens surgery. Конечно же, здесь личностные качества, характер пациента, его психопортрет имеет важное значение. Например, суперкритичные люди, которые без возможности которые не любят идти на компромисс, конечно же, не являются идеальными кандидатами для подобных трифокальных линз. Important is the age of patients. Ideal age for me is more than 50. People with high refractive errors maybe less, more than 50, 55, 40, 45. И видите, здесь возраст показатели, соответственно, применение 50 плюс высокий уровень рефракционных ошибок, даже 45 плюс. It's necessary to talk about occupation in preoperative interview. Beware of work with small objects under artificial light, such as clockmakers, gold workers, manicures. Beware of professional drivers, mainly night drivers. Очень необходимо правильно понимать профессию, род занятости пациентов. В первую очередь, будьте осторожны во-первых, работой с мелкими изделиями. Речь идет о ювелирах, часовщиках, каких-то других профессиях, которые имеют дело с работой под искусственным светом и миниатюрными, соответственно, инструментами. Также необходимо проявлять осторожность с профессиональными водителями, которые водят ночью. Talk about financial possibilities of patients, because these trifocal toric lenses are
expensive, are not for free. И, конечно же, необходимо правильно оценивать финансовые возможности пациентов, поскольку это достаточно дорогое решение. Речь идет о трифокальных IOL. Crucial is talking about neuroadaptation after surgery. So, Нейроадаптация после процедуры является критическим этапом. So say your patients, give your brain time after surgery because your neuroadaptation take about 3-6 months, maybe more. So stay calm. It will be better than first second weeks. Поскольку нейроадаптация занимает время, необходимо предупреждать пациентов, что им необходимо допустить от 3 до 6 месяцев в рамках полного восстановления зрения, нейроадаптации к новым линзам. Соответственно, предупреждать их, не беспокойтесь. Если сейчас присутствуют какие-то искажения, они улучшатся. So preoperative examination. Здесь вы видите, соответственно, предоперационный осмотр. A lot of ocular pathologies are contraindication for trifocal lens implantation. Много окулярных патологий являются контрпоказаниями имплантации трифокальных IOL. Corneal pathology such as dystrophy, scars, dry eye. Например, различные виды патологий роговицы, таких как, соответственно, дистрофия, утончение, шрамы, либо сухость. Retina pathology such as macular diseases. Соответственно, также речь идет о патологиях сетчатки, различных макулярных заболеваниях. Glaucoma with nervus opticus atrophy. Глаукомы с атрофией оптического нерва. Amblyopia, strabismus. Амблиопия, соответственно, стробизм. So before surgery, we made completely preoperative examination. Мы проводим полный осмотр до операции. Visual acuity, slit lamp examination, endothelial microscope, OCT, corneal topography. Вы видите здесь все виды, соответственно, исследований, которые мы используем, и щелевую лампу, и осмотр в очках, эндотелию, под микроскопом. Потом мы смотрим на ОКТ, оптически когерентную томографию проводим. И также проводим, соответственно, топографию роговицы. Very important is accurate biometry before surgery to eliminate refractive errors. Точная биометрия, конечно же, крайне важна, является критически важной до операции для того, чтобы избежать рефракционных ошибок. Because refractive errors after surgery leads to dissatisfaction of patient. Конечно же, поскольку подобные ошибки, операционные ошибки в послеоперационном периоде, в периоде восстановления, будут источником жалоб и неудовлетворенности пациентов. I started with trifocal lens surgery in 2012 with Я начал... Мы начали работу с трифокальными линзами в 2012 году с линзами Zeiss IT3 Lisa. Then I continue with Alcon Panoptics trifocal lens 2015. В 2015 году я продолжил свою работу уже с линзами Panoptics Alcon. And from 2017 I have in my surgery the Ray1 trifocal lens. И с 2017 года мы используем Ray1 трифокальный IOL. So now some comparison of trifocal technology.
Итак, речь шла о моей клинике, а теперь, о линз, которые мы используем в моей клинике, а теперь сравнение трифокальных технологий. I would like to talk what I appreciate, what for me advantages on Ray 1 trifocal lens compared to other lens. Я хотел бы выделить преимущества Rayner Ray 1 trifocal трифокальных и интерокулярных линз в сравнении с их конкурентами. So for me, it's very important the fewer rings on the optical surface, only 16 diffractive steps on the optical surface of Ray 1 trifocal. Мне очень нравится тот факт, что, во-первых, здесь всего лишь 16, соответственно, дифракционных колец на Rayner 1. Visual disturbances is very important for satisfaction of our patients. Поскольку, конечно же, удаление и уменьшение различных визуальных артефактов является очень важной для удовлетворенности пациентов. 4.5 millimeter diffractive zone is very, very important to less dependent on pupil size. Дифрактивное, соответственно, пространство диаметром 4,5 мм является крайне эффективным. And this distance zone more than 4.5 millimeter is important for improving distance vision in mesopic conditions. И, соответственно, на дистанциях менее 4,5 мм они, соответственно, и уменьшают различные артефакты. So, the split of light energy you can see in previous papers. So, quickly, very important. It's light loss, only 11%. So each percent plus is very, very good for patient. Светопотери, ведь индекс здесь 11%. Каждый процент здесь имеет значение. Это очень низкий индекс потерь. Now I would like to talk about optic edge powers on these lenses. You can see the Rayner have addition for near plus 3.5 dioptry and intermediate 1.75. Здесь вы видите, соответственно, показатели этих линз по диоптриям. Плюс 3,25 мы рекомендуем для, соответственно, для близких расстояний. И плюс 2,17 для средних. And for me, the reading distance, 37.5 centimeter is more better than Alcon Panoptics 42.0 centimeter. И я считаю, что наши показатели читабельности при чтении 37,5 сантиметров, они значительно превышают и являются гораздо более удовлетворительными, чем, например, у Panoptic 42 сантиметра. The intermediate distance 75 is for people much better than 60 centimeter. И 78,5, конечно же, значительно лучше, чем 60-70. Чем 50-60, простите. Very important for me is aspheric neutral technology in Ray 1 trifocal, because this has less effects of decentration and их, соответственно, асферически нейтральные технологии способствуют минимальным искажениям. And this neutral aspheric design is much more safe when we don't measure corneal asphericity.
И это гораздо более безопасно, когда мы этот нейтральный дизайн является гораздо более безопасным, когда мы не измеряем, соответственно, сферичность роговицы. So, and once more about haptic technology. This Ray1 haptic technology is for me very good for centration and very good for excellent rotation and torsional stability. Я считаю, что теперь речь пойдет, соответственно, об их опорных системах. Я считаю, что они являются оптимальными. Во-первых, по своим ротационным характеристикам их можно правильно повернуть, спозиционировать и поставить. So about preloaded system once more. The preloaded system Ray1 is very nice and. Еще раз на минутку вернемся к инъектору Ray1. Вы видите, это серьезная, крайне эффективная система поставки. And I can confirm that the implantation is very easy without anything touching between IOL and surgical instruments during implantation. И я могу вас заверить из собственного опыта, что процесс очень простой, ясный, и никакие другие, все, соответственно, стерильно, никакие другие предметы не контактируют, не касаются самого инъектора или линзы. So learning curve is minimal. You can see on the video now. Я покажу вам небольшое видео. Only viscoelastic, and then double click to close the cartridge. Немножко вискоэластика, двойной щелчок, чтобы закрыть. Просто. No contact with lens. Никакого контакта с линзой. Implantation incision 2.2 millimeter. Надрез 2,2 мм. You can see the implantation is very calm, very safety. I use implantation without viscoelastic. I have only irrigation canule in second hand and. Я использую только в левой руке, как вы видите, здесь только ирригационную канулю. Я не использую здесь, соответственно, вискоинъекция. Видите, как процедура, насколько она проста и легка. It's not necessary to remove viscoelastic after implantation. Вискоэластику уже даже не нужно удалять после, соответственно, процедуры, после имплантации. So my first 100 patients with Ray1 trifocal. Мои первые 100 пациентов с Ray1 trifocal, позвольте мне рассказать вам о них. You can see the age, you can see 58 women, 42 men. Здесь вы видите здесь вы видите данные статистические по этой группе. Первых 100 пациентов, 58 из них были женщины, 42 были мужчины. Здесь вы видите возраста. I like to make these procedures with laser LensX, so this is the special laser. This laser make incision, capsulotomy. Я люблю работать лазерно, проводить капсулотомию, соответственно. So you can see my IOL master to optical biometry and calculation with SLKT for emmetropy. Здесь вы видите, на эмметропии мы используем, соответственно, СРКТ и для оптической биометрии, соответственно, IOL мастер. Our therapy 3 days before and post-operative, Tobradex Nevanak. Мы прописываем терапевтический режим за 3 дня до операции и после операции. Здесь вы видите препараты Tobradex и Nevanak. 80% of the surgery I make
both eye in one day and 20% both eye in 2 days. В 80% случаев я провожу операцию на обоих глазах за один визит, за один день. В 20% случаев это требует 2 визитов, 2 посещений клиники. For me, the surgery in 1 or 2 days in these trifocal lenses is very important for brain adaptation. Для меня эта быстрота операции 1 либо 2 дня на оба глаза является очень важным элементом нейроадаптации, привыкания пациентов. So each 100% non-complicated surgery, 100% IOL in back implantation. Вы видите здесь, соответственно, что у нас не было осложнений в 100% случаев. Соответственно, вы видите, что все интраокулярные линзы были правильно поставлены. So patients after surgery totally without glass needing. So glass independence, 100% of patients. И 100% из этих пациентов уже не пользуются очками после этих операций. То есть все сняли очки. From these 200 eyes, we made this time 7 eyes yak capsulotomy. Мы провели, соответственно, нам пришлось на 7 из глазах из этих, соответственно, из этих 200 проводить ИАГ капсулотомию. And you can see spherical equivalent post-operative. You can see very good, not big refractive errors. И здесь вы видите очень хороший уровень низкий уровень рефракционных ошибок после операции. So, and questionnaire about satisfaction, grade 1 to 5. The grade 1 is best, grade 5 is worst. So grade 1 67%, grade 2 28%, only 2% grade 4. So satisfaction of our patients. Здесь вы видите, соответственно, результаты опроса по уровню удовлетворенности наших пациентов. Их просили оценить свою удовлетворенность по шкале от 1 до 5 баллов. И вы видите здесь, где 1 балл был высшей оценкой. Соответственно, 67% дали высшую оценку, 28% вторую высшую, и только 2% поставили 2, 0% поставило единицы. So I made also comparison between patients with Ray1 and Panoptic trifocal lens. Я также проводил сравнительный анализ удовлетворенности пациентов, используя которым поставили, соответственно, линзы Ray1 либо Panoptics. I have 40 eyes of 20 patients in each group. Речь идет о выборке 40 глаз 20 пациентов в каждой группе. The same surgery date, the same surgeon, and result 6 months after surgery. Единый день операции, единая процедура, единообразные процедуры и, соответственно, и результаты, соответствующие через 6 месяцев после. We made comparison on mean post-operative uncorrected distance visual acuity, uncorrected intermediate visual acuity at 60 centimeter and near visual acuity 40 centimeter. Then halos, glare assessment and patient questionnaire. Мы провели исследование, соответственно, на расстояниях 40-60 сантиметров, на блики, на свет, и также попросили пациентов оценить свою удовлетворенность. So, manifest refraction 6 months after surgery with binocular exams. Проявление рефракционных ошибок через 6 месяцев после хирургических процедур. Здесь речь идет о бинокулярной экзаменации. You can see the difference in intermediate visual acuity.
Здесь вы видите разницу между средней остротой зрения на средних дистанциях. So the visual acuity intermediate with Ray 1 was much better than panoptics. Соответственно, Ray 1 линзы продемонстрировали здесь гораздо более высокую остроту зрения в сравнении с линзами Panoptics. This about halos and glare assessment. Это опять же касается оценки по бликам и светодефектам, соответственно, ореолам, различным артефактам вокруг света огней. So very often 75% of Ray-Ban, 61% of Panoptics, often 15% and 25%. So comparable both groups. Вы видите здесь достаточно сравнимые результаты. Ray 1 показывает гораздо большую эффективность, однако. And a satisfaction, very satisfied, 78% of Ray 1, Panoptics 65%. Очень высокие уровни удовлетворенности, 78% у Ray 1 против 65% у Panoptics. Satisfied 22, 35, and dissatisfaction 0. Соответственно, удовлетворенные 22 и 35 и 0 жалоб. And question, choose trifocal again. Ray 1, 98%, Panoptics 95% of patients. На вопрос, выберете ли вы снова трифокальные линзы и какие? Соответственно, 98 пациентов ответили Ray 1 и 95 Panoptics. So, conclusion of this comparison. Соответственно, в заключение Results резюмирую. were comparable between both IOLs, slightly better uncorrected intermediate visual acuity in Ray 1 group. Соответственно, результаты были сравнимы с обоими типами этих интраокулярных, соответственно, линз. Однако Ray 1 продемонстрировал более высокие результаты в остроте зрения среднего. And slightly less side effects in Ray 1 group and better satisfaction in Ray 1 group. Соответственно, меньше жалоб, более высокие уровни удовлетворенности Ray-группа, которые поставили линзы Ray 1. So, each surgeon has unhappy patient, not 100% are happy after trifocal lens surgery. Конечно же, у всех хирургов бывают жалобы, бывают неудовлетворенные пациенты. Не все Despite care with selection, despite non-complicated surgery. Несмотря на насколько вы хороши, всегда останутся кто-то, кто будет жаловаться, несмотря на лучшие методы проведения абсолютно безопасной процедуры. The first group of this patient is patient with refractive errors after surgery. Первая группа подобных пациентов — это будут пациенты с рефракционными ошибками. The reason is not accurate biometry, such as hypermature cataract. Причиной этого является неправильно проведенная биометрия, какие-то скрытые катаракты, либо подобное проявление. So, what we can do with these patients? Maybe we can make the laser correction of the corneal surface. Возможно, мы можем провести лазерную коррекцию поверхности роговицы. And very suitable is additional lens implantation, sulcoflex. И, конечно же, все эти пациентам рекомендуется дополнительная имплантация линзами Silcoflex. And the last chance is exchange of IOL. И эти дополнительными линзами Silcoflex, и как последний шанс, это замена IOL. But explantation, trifocal IOL and implantation of new IOL is very risky, and for me is only the last chance. And in my surgery to this time, I make it only with
3 implants. И я хотел бы также отметить, что я считаю, что операции по замене являются самыми рискованными, и и в моей практике это произошло всего лишь трижды, поскольку здесь риск достаточно велик с заменой трифокальных IOL. And the biggest group of unhappy patients in my surgery are patients with visual acuity 20/20, near visual acuity Jagger 1. Здесь вы видите самую большую группу недовольных пациентов. Это пациенты с, соответственно, стопроцентным зрением и уровнем зрения J1. So the problem in this group is neuroadaptation. Нейроадаптация является проблемой к неудовлетворенности этой группы. Problem with decreasing of contrast sensitivity, with halos, glare. Соответственно, уменьшение контрастной чувствительности, появление бликов и ореолов вокруг света либо огней. I thought about this problem before surgery with these people, but the reality after surgery is for these people much more worse than they accept. They waiting. Я всегда четко проговариваю все риски заранее подобным пациентам, и особенно этой группе. Однако именно для этой группы их результаты здесь не соответствуют ожиданиям. It's necessary to discuss with these patients, to give time these patients and stay at rest and say it will be better, please give your brain time. Необходимо детально все, опять же, прорабатывать, проговаривать и предупреждать, что вашему мозгу необходимо время для того, чтобы привыкнуть к ношению новых линз. Соответственно, не нервничайте, через несколько месяцев все исправится. And the exchange this trifocal IOL for monofocal is for me the last possibility. Unfortunately, in my practice is very, very rare. И для меня, с моей точки зрения, замена трифокальных линз на монофокальные является, конечно же, я бы сделал это в последнюю очередь. Подобное происходило, по-моему, единожды. Извините, подобное никогда не происходило. Извините. It has never happened. It has never happened. Sorry. For me, the trifocal lens seems to be the best way for life without glasses after lens surgery. Successful surgery is satisfied patient, and to have satisfied patients, be careful with preoperative selection and education, have high quality of surgery, and be prepared for post-operative adaptation. Я считаю, что трифокальный IOL является лучшим способом добиться жизни без очков после прохождения небольшой операции. И, конечно же, успешные операции и протоколы и алгоритмы ведут к удовлетворенным пациентам. И удовлетворенность пациента, в свою очередь, обусловлена, во-первых, тщательным алгоритмом предоперационной работы и информирования, высоким качеством самих процедур и, соответственно, информированием и поддержкой в постоперационной адаптации, наблюдения. Thank you very much. Большое спасибо. Спасибо большое, Мартин. Thank you very much, Martin. У нас есть время для вопросов, есть время для дискуссии. Я позволю себе открыть с своих вопросов. И первое, что я хочу спросить, это Сэма Картера. Я для начала хочу сказать, что у меня у самого не очень большой опыт работы с линзами вашей компании. И услышав ваши доклады, честно говоря, мне захотелось попробовать в первую очередь трифокальные линзы.
и линзы добавочные тоже. Переводите, пожалуйста. Thank you so much for the presentations, and of course I was greatly interested in the trifocal Rayner lenses. I have little experience with them before, but following your presentations today, I have a strong desire to actually try it out. I really enjoyed the actual presentations, and also the Salka Flex is a very interesting product. Итак, первый вопрос. Вот в линейке ваших линз все линзы гидрофильные или есть гидрофобные? И сразу же не выпускаете ли вы линзы с желтым фильтром, blue light filter? I'd like to ask you if all of your lenses are hydrophobic or hydrophilic, or hydrophilic are also, or do you also use hydrophobic models? Hydrophobic. Yes, thank you, Professor. I'm sorry. And also the question was, и вторая часть вопроса светофильтр. And the second part of the question. Lenses too in your line. Okay. I will take that question. Rayner has traditionally been a hydrophilic lens manufacturer, and almost all of our lenses are hydrophilic. Recently, we released a hydrophobic monofocal, standard monofocal only on the same Ray 1 platform. Спасибо большое. Да, я хотел ответить на этот вопрос. Во-первых, Rayner, все они гидрофилические, но недавно мы гидрофобные линзы выпустили на этой платформе в этом семействе. And we do not make yellow lenses or blue light filter lenses at the moment. This is something we may do in the future, but really, in general, we are not as a company convinced of the requirement for yellow lenses. Желтые светофильтры мы не производим, не разрабатываем. Мы считаем, что мы в них не верим. Спасибо. Второй вопрос к вам же. Вот линза Ray 1 и MV – это то же самое, что Symphony, как бы Adobe дизайн, или здесь иная конструкция этой линзы? I wanted to ask you about the structure of the lenses, Ray 1 and NV. Are they similar to Symphony type structure, or is it different actually? Asks the professor. Yes, it is very different. The Symphony lens actually still has diffractive rings on it, and so it still suffers from some of the halo and glare. Да, на самом деле они отличаются. Симфония, она все равно использует старого типа дифракционные кольца, что, соответственно, дает больший уровень нам искажений из-за бликов и светопередачи огней. And the EMV instead increases slightly the positive spherical aberration of the ocular system. И, в свою очередь, здесь вот рефрактивная корректомия может как-то улучшить результаты. А в каком диапазоне она работает, фокус, в каком диапазоне находится, от какого до какого расстояния? And what is the focus? What is the range we're talking about, the distances wise? The range varies from patient to patient slightly because it is working with the patient's eye, but we expect good level of distance and intermediate vision, and near vision is sometimes possible, but we do not promise anything for the near vision. Вы знаете, конечно же, результаты отличаются. Здесь все зависит от показателей пациента, потому что они работают, соответственно, с индивидуальными особенностями глаз пациента. Но мы видим и наблюдаем хорошие результаты на средних, соответственно, на средних расстояниях. Вот на близких менее можем гарантировать. Окей, тогда вопрос по supplementary линзам, по дополнительным линзам. Все-таки вы уверяете, что нет контакта линзы с имплантированной ранее. Ну, мы в свое время, была модная технология piggyback имплантации второй линзы, и были определенные проблемы, даже при отсутствии плотного контакта. В пространство между линзами попадал какой-то материал, возникал фиброз и так далее. Нет ли у вас таких проблем?
I remember you said that usually there are no problems at all with this type of lens. However, with this type of procedures, however, we used to, with distances, and I remember you said that these trifocal, these IOLs, they can be, the supplementary IOLs can be set over the top of previously existing implants, and so do not physically touch. However, I have a point to make, notably during, remember when the piggyback operations were popular, we had often encountered a problem with contact and hence infections associated. Yes, because the Sulcaflex was designed for this reason only. It is not the same shape as a normal lens, which was done in the past with piggybacking. Because it is very thin and it is concave and convex, it means that it is arched and it is not in contact at all with the lens in the bag, and it's much superior to the old piggybacking technique. Видите ли, Sulcaflex, я объясню, чем он отличается от старой техники piggyback. Он был специально спроектирован для этой одной цели, поэтому и его структура, и дизайн его опорных элементов, их форма самой линзы, то, как она сидит, все это обеспечивает, соответственно, лучшее взаимодействие. И тогда еще один вопрос по линзам supplementary, в частности, по трифокальным линзам. I have another question on the supplementaries, trifocals in particular. Вот, к примеру, если у меня пациент с отличным результатом при первичной имплантации, пациент видит 100% вдаль. Я хочу поставить ему трифокальную линзу. Мне надо ставить с нулевой рефракцией или какой-то идет перерасчет? Regarding the supplementary operations, say I have a patient following a primary procedure and he's got 100% 20/20 farsightedness, okay? So in this case, would it make sense to put a zero refraction at all? Yes, we have a zero power available for this very reason. But clearly these patients will be the most difficult to please because they have the perfect distance vision without correction. Да, и именно для этих целей, конечно же, в нашем, соответственно, портфеле, в нашей продуктовой линейке имеются и нулевые линзы. Но, конечно же, как вы сказали, вы правильно отметили, профессор, необходимо учитывать, что подобные пациенты, которые добиваются отличных результатов по дальнозоркости, соответственно, с ними сложнее всего удовлетворить. То есть это значит, что все-таки вы предпочитаете их ставить при ошибках в первичных расчетах или при неполной коррекции, недостаточной удовлетворенности у пациента как вблизи, так и вдаль, вот при монофокальной линзе? So you prefer using them with previous problems or with monofocal correction issues on various patients? It's just much easier to have a very, very happy patient if you are correcting their distance vision and giving them the trifocal at the same time. But it can be definitely used if they have no distance error as well, but they just must be very motivated to not wear glasses. Конечно же, да, с ними может быть очень... Они дают очень хорошие результаты, и очень сложно иногда работать с пациентами, которые показывают отличную дальнозоркость, но, однако, дает им возможность, соответственно, жить без очков, и это очень важно. Спасибо, Сэм. Тогда я несколько вопросов задам Мартину. Мартин, первый вопрос. Среди ваших пациентов много ли пациентов, где вы удаляли прозрачный хрусталик с рефракционной целью, или у вас идут в основном пациенты с катарактой?
I wanted to thank you so much. And thank you so much, Sam. And now we'll go to Mark. Mark, I wanted to ask you if you had many patients where you removed the clear lens, or was it a cataract patients? I have in patients with trifocal lens, for me about 40% after cataract surgery and 60% with clear lens extraction. Примерно здесь разделение было 40 на 60, то есть, соответственно, 60 при каких-то рефракционных ошибках, да, и 40 после, соответственно, удаления катарактов. Тогда вопрос, а при имплантации трифокальной линзы сколько пациентов было миопов, гиперметропов или эметропов изначально? And so the question now regarding these trifocals, how much of these patients that you mentioned, the 40-60 splits, were myopic, preopic, and so on? What would be the division on them? When I started with trifocal lenses, for me, the ideal patients are hypermetrop. Сначала, когда я впервые начал работать с трифокальными линзами, большинство пациентов были гиперметропичными. Then I moved to emetropic patients. Потом аметропический, потом я перешел к аметропическим пациентам. Now I make all the groups of refractive errors: myopic, hyperopic, emetropic. But I must say, in general, the much more satisfaction between patients I see in the hyperopic group. Итак, сейчас я работаю со всеми группами, соответственно, с рефракционными ошибками. Однако в гиперметропической, hypermetrop group. Гиперметроп. Да, в группе гиперметропов мы видим лучшие результаты. And group with myopic errors, I am careful in light myopia about -2, -3 dioptry, because these people are ideal for reading without glasses. So, с миопией, видите, при диоптриях уровня -2, -3 для этих людей они могут и так идеально практически читать без очков. Better is for me the high myopia above -5 dioptry. Я предпочитаю более высокие, соответственно, как показатель, более высокие показатели, соответственно, диоптрии при миопии -5. Еще вопрос. Вы не сказали по поводу пациентов, оперированных ранее, у которых были рефракционные операции, ласики, кератотомии. Ставите ли вы им трифокальные линзы? I wanted to ask you also about the patients. You didn't mention the patients with previous LASIK or kerato surgery. Do you recommend them for trifocals? We have many patients with trifocal lenses after laser surgery. После лазика было много пациентов. The surgery in these patients are the same as the other patient, but problem is only with calculation of lens. Проблема там единственная только с выбором линз. I use the special formulas such as Higis L. Я использую специальную формулу для расчета, по-моему, Higis L. And these patients know before surgery that the refractive errors is possible after trifocal lens implantation. И, конечно, мы информируем пациентов о риске каких-то ошибок, которые возможны после трифокальных, соответственно, имплантаций. And that any other correction for refractive errors after surgery is in a higher percent than when compared to people without laser surgery. Ну, однако мы наблюдаем более высокий, конечно, процент рефракционных ошибок в, соответственно, период постнаблюдения по сравнению с группой, которые не проходили подобные лазерные процедуры и другие.
people after any other cornea refractive surgery, such as some incision cornea or keratotomy, I don't use trifocal lenses in this case. Однако по второй части вопроса по пациентам после кератиномии я не использую, не показано. И я считаю, что им не показаны трифокальные линзы. Тогда вопрос, да, еще вопрос. В случае астигматизма, какую степень астигматизма вы прощаете, так скажем, пациенту, когда вы ставите без торического компонента мультифокальную линзу? And what would be your tolerance for astigmatism when speaking of toric, non-spheric? If the astigmatism, corneal astigmatism, is more than 1 dioptry, I recommend to use trifocal toric lens. When the patient has problems, financial problems, because the toric lens trifocal is more expensive, I recommended at least toric trifocal in dominant eye, and when the non-dominant eye is between 1 or 1.2 toric dioptry, I use non-toric trifocal lens in this non-dominant eye. Да, я обычно, соответственно, рекомендую подобным пациентам с выше астигматизм выше единицы, трифокальные торические, соответственно, выпуклые линзы. И когда астигматизм превышает 1,2, мы рекомендуем не торические. Одну секунду. So, when it's over 1.2, you recommend non-toric, yeah? If toric dioptry is above 1, I recommended toric trifocal lens. But it's question if it is dominant or non-dominant. В случаях, соответственно, при единице я рекомендую трифокальные торические линзы, а в случаях более 1, соответственно, единицы и 0,2, и здесь вопрос касается также доминантного глаза. Иногда я на доминантный глаз, соответственно, на главный глаз, мы можем поставить одну линзу. We can put one on a dominant eye. Да, спасибо. Еще вопрос. Делаете ли вы первичный задний капсулорексис в случае помутнения задней капсулы? Do you do primary apsorexis in case of opacity or clouding of the posterior capsule? Sometimes I make primary posterior capsulorexis when the opacification is on the surface, but I prefer to make yak capsulotomy after surgery. I can make 4 weeks. Предпочитаю сразу после процедуры, соответственно, бывает, что это необходимо при случаях помутнения, но мы обычно проводим это сразу при процедуре. Еще вопрос. Вы, я так понимаю, счастливый обладатель фемтосекундного лазера для хирургии катаракты? And as far as I understand that you are the lucky owner of photocycle laser for removal of cataracts. При проведении переднего капсулорексиса, как вы центрируете его по отношению к лимбу, к зрачку или к рефлексу? So with anterior capsularizers, how do you position it in terms of iris, in terms of cornea? My centration is due to iris, due to pupil. Там центровка идет по зрачку, по, соответственно, радужной. Понятно. И тогда еще вопрос такой вот. Как вы сказали, 80% пациентов вы оперируете сразу на 2 глазах в этот же день. Это практика ваша личная, вашей клиники или вообще в Чехии у вас так принято оперировать? I wanted to ask you regarding the 80% of patients that you do both eyes on the same day. Is it your personal selection, personal experience, or is it the standard practice SOP in the Czech Republic as such? I think this is the practice on the Czech Republic, mostly on the private clinic, because this both eye bilateral surgery is very comfortable, not only for surgeon, but also for patients, for their
children because you have only one visit on the surgery room, only one control after surgery, so rest time for all. Да, я считаю, что это достаточно стандартная процедура по Чехии, однако необходимо понимать, что речь идет о частных клиниках. Это обеспечивает удобство пациентам, всего лишь один визит и потом один контрольный визит для наблюдения. Соответственно, их дети либо родственники могут привести, сопровождающие могут их привести. Все это делается за один день. Преимуществ множество. Да. Скажите тогда, как вы готовите пациентов? Собираете ли вы анализы на наличие каких-то инфекций? И какие требования у вас вот в связи с этой процедурой? Could you please tell me more about how you prepare your patients? Do you ask them to go through some sorts of tests, look for infections, do various examinations to that purpose? How do you collect this information? Yes, before surgery. До операции. Each patient has preoperative examination in paper from their practical doctor about general condition. Каждый из наших пациентов, во-первых, проходит, соответственно, консультацию непосредственно и осмотр своим участковым врачом, офтальмологом в поликлинике. Not ophthalmologом. Sorry. Специалиста общей практики. GP, General Practitioner, sorry, простите, от врача-терапевта. Да, специалиста общей практики, простите. Проходит общий осмотр по общим показателям. Тогда вопрос, знаете, какой? Мне просто эта тема очень интересна. Я посещал ряд симпозиумов, посвященных вот хирургии на двух глазах. Надо сказать, что во всем мире очень мало таких специалистов. И в частности, они говорили о том, что необходимо при проведении операции на втором глазу полностью менять, ну, не то, что перестерилизовывать все оборудование, перекладывать все салфетки, все прочее, но менять даже партии медикаментов, расходных материалов, чтобы не попала случайная инфекция в глаз. Делаете ли вы это или как-то вы иначе поступаете? It's actually a very interesting subject to me because I have attended a number of symposiums in my scientific career, and I've heard this issue of dual eye or one eye, both eyes or one eye on the same day being discussed extensively, and some of the prominent colleagues actually described some complicated protocols that involved completely changing the equipment down to all the cloth and everything else and the tools, and it had to be completely independent and separate to ensure no errors and infections. What could you say about that? So we make completely the first eye, then the patient stay on the bed, and the second eye we make as it will be the second patient. So everything is new. У нас подобные процессы, мы как только заканчиваем, соответственно, первый глаз, мы оставляем пациента, соответственно, в положении лежа, да, в театре, в операционной, и приступаем к второму глазу так, как будто это был бы абсолютно новый пациент. То есть действительно так, мы все меняем. So you do change everything. Спасибо. Я еще из чата ряд вопросов, которые там, я попытаюсь их объединить, чтобы было понятнее. I also have a few questions from the chat. Please let me try and pack them into one loaded question, so for easier understanding. Как я понимаю, калькулятор онлайн-калькулятор на сайте компании Rayner находится. Вы его используете? So do you usually use the calculator that is on Rayner website that you mentioned? The online calculator? Online calculator for at the Rayner website, yeah. Do you usually use that? Yeah, for toric, but not
Not For for- toric, okay. or for Для торических, для выпуклых, не для неторических, соответственно. Когда какую рефракцию вы закладываете при имплантации линз? Это на эметропию или делаете какие-то поправки? Я делаю What is the refraction that you provide tolerance for? for Ametropic? emetropic or light myopy. Эметропических либо легких миопических поправки. И расчет, как я понимаю, вы делаете на EOL-мастере. Используете ли вы пентакам дополнительно или какие-то еще дополнительные устройства? So when you do the calculation on the IOL master, okay, do you use, by the way, do you use Pentacal or any others? I make on IOL Master 700 and I use keratometry from IOL Master and I don't use the Pentacam only in Yes. special cases. Я использую IOL Master 700, соответственно, и кератомию провожу на нем. А вот Pentacam я ни разу не использовал. Я использую только в особенных случаях, извините. Only in special cases. Ну и, пожалуй, еще один вопрос такой остался. Как вы относитесь к моновидению и делаете ли все-таки когда-то исключение, когда на одном глазу монофокальная линза, на другом трифокальная? And my last question is, what is your position on monovision and cases when you have one monofocal and on one eye and trifocal on the other? So the monovision can be good solution for independent for glasses, but in my practice, monovision is not for young active people. Monovision is for old people without car driving, without PC, computer making. And if you... Моновидение может быть хорошим ответом для более пожилых пациентов, поскольку у молодежи, соответственно, у них более активная зрительная активность, они проявляют и вождение автомобилей, и другие. And if you want to make monovision, discuss with patient before surgery. And very nice is simulating this monovision with contact lenses before surgery. Необходимо, я считаю, очень хорошо проинформировать пациента заранее, симулировать эту ситуацию, соответственно, симулировать моновидение контактными линзами, дать им почувствовать, что это такое. And the second part of question, one eye trifocal and one eye monofocal. I have this patient in case when one eye is amblyopy. И вторая часть вашего вопроса, профессор, касалась, соответственно, пациентов с моно и в одном глазу, и с трифокальной линзой в другом глазу. У меня был подобный пациент. You had a similar patient, yep. But it's different between bilateral trifocal and unilateral trifocal. The satisfaction and functionality of trifocal lenses is much better when you have trifocal in both eyes. Конечно же, гораздо лучше, гораздо эффективнее носить трифокальные линзы в обоих глазах. Однако существует некоторая доказательная база, что все равно результат, конечно, улучшается как-то. Спасибо большое. Мартин, я знаю, что у вас еще предстоят операции сегодня, поэтому мы не будем вас больше задерживать. Спасибо большое. Dr. Martin, we know you do have further surgeries today, so we will not take much more of your time. Thank you so much for your kind presentations and participation. We can discuss all the day about this. Да, очень много. Спасибо вам большое. Да, конечно, я мог бы говорить. Мы могли бы обсуждать эту тему целый день. Интереснейшая тематика. Сэм, большое спасибо вам за вашу презентацию. Меня очень заинтересовало, и я очень хочу попробовать вот и трифокальную линзу. Мне очень понравился инжектор, который очень удобно работает. И я, к сожалению, не все инжекторы люблю, привыкаю к каким-то, и я чувствую, что ваш мне понравится, поскольку он прост в использовании. Ну и, конечно, прекрасные линзы, которые тоже хочется попробовать в своей практике.
Thank you so much, gentlemen, for your very informative, very kind presentations. I was especially personally interested in the trifocal techniques, in the injector. I think it's a great tool. In my personal experience, I haven't seen many good injectors, so I'm especially interested in that. The fact that it's easy to use is quite impressive. And also, of course, your trifocal IOLs are amazing. Thank you. Спасибо компании Rayner, спасибо МАМО, всем слушателям и переводчику. Спасибо. Thank you so much to Rayner, to the host, the International Academy for Medical Education, and of course the interpreter. До новых встреч. Всего доброго. Bye. See you soon. Bye-bye. Thank you. And goodbye for now. Bye. Большое спасибо за ваше любезное приглашение. До свидания. До свидания. Bye-bye. Bye-bye.